Всем привет! Ранее я публиковал это видео о любительской оснастке удочки для разных условий ловли, о формировании поклевок. Но видео было просто с описанием без озвучки, многие не успевали читать и приходили просьбы озвучить. Вот, я сделал это. Ну и некоторые моменты, на которые чаще бывают вопросы, чуть подробнее разберу. Вот моя, неспортивная, любительская, оснастка поплавочной удочки. Ну и по ходу. Огрузка, глубина, поклевки. Устанавливаю на кончик удочки коннектор на суперклей. На леске диаметром 0,18-0,25 мм вяжу узел восьмерка, вставляю петлю в коннектор и застегиваю его. Отрезаю леску примерно по длине разложенной удочки. Пропускаю леску через поплавок, сначала через верхнее колечко или трубочку, потом через нижнее. Вяжу на конце лески петлю узлом восьмерка, которая будет служить креплением для поводка, если он используется. Отрезаю для поводка кусок более тонкой лески, диаметром 0,08-0,14 мм. Вяжу такую же петлю на поводке. Соединяю основную леску и поводок, петля в петлю. На поводок привязываю нужный мне крючок. Если снасть без поводка, вяжу крючок сразу на основную леску. Планирую на снасти использовать основной груз и дополнительный груз, подпасок. Ватерлинию, место разделения подводной и надводной частей поплавка, планирую сделать чуть ниже места соединения антенны и тела поплавка. В качестве основного груза можно применять скользящий груз, зажатый стопорами на леске с двух сторон. Теперь, как правильно огрузить основной и дополнительный груз? Сначала огружаю основной груз. Прикрепляю основной груз такого веса, чтобы поплавок погрузился по выбранную мной ватерлинию, это место черная полоска, чуть ниже места соединения антенны и тела поплавка. Вот эту огрузку при основном грузе я делаю вот так примерно одинаково, а далее в зависимости от условий ловли, можно ловить так как есть, и также можно ставить подпасок разного веса. Ловля с дополнительным грузом-подпаском. Первое. Ставлю подпасок под идеальные условия ловли, движения воды нет, дно ровное. Это, конечно, бывает нечасто. Ставлю дополнительный груз такого веса, чтобы антенна выглядывала над водой на 4-5 мм. Вот правильная установка дополнительного груза под идеальные условия ловли. Вот сравнительные огрузки под идеальные условия, при основном грузе. И, при основном грузе с подпаском. Теперь устанавливаю на водоемы глубину для идеальных условий ловли. Движения воды нет, дно ровное, установлена слишком большая глубина, подпасок лежит на дне и полностью выключен, работает только основной груз и естественно поплавок огрузился по выбранную ранее ватерлинию. Тут установлена слишком маленькая глубина, основной груз и подпасок находятся в толще воды и полностью своими весами нагружают поплавок, и по нашей прежней огрузке, поплавок огрузится по кончик антенны, антенна выглядывает на 4-5 мм. Но если сейчас стать постепенно увеличивать глубину, то подпасок коснется дна, антенна сначала не изменит своего положения, а вот при дальнейшем увеличении глубины, насколько вы увеличите глубину, ровно настолько начнет подниматься антенна из воды, вплоть до ватерлинии. В данном варианте увеличиваю глубину примерно на 3 см и антенна поднялась тоже на 3 см, примерно по 1/2 антенны, это нормальная установка глубины для идеальных условий ловли. Наличие длинной антенны у поплавка увеличивает шанс применения такой огрузки. Если применять плавающую насадку, например, корочку хлеба, которая может поднять крючок, можно применить еще дополнительный груз. Теперь как работает дополнительный груз, подпасок? Когда рыба берет насадку, она поднимает легкий подпасок и начинает постепенно перераспределять его вес на себя. Вес подпаска на поплавок больше не влияет и поплавок поднимается по огрузку основным грузом, то есть по ватерлинию. Какие действия возможны из этого положения снасти? Первое. Подсечка при подъеме поплавка. Второе. Бывает, что рыба бросает насадку, при этом поплавок опять установится в исходное положение. Третье. Рыба медленно движется с насадкой в сторону. Поклевка повело.
Четвертое, при движении рыбы с насадкой в сторону, но чуть быстрее. Поклевка притопила. При быстром движении рыбы с насадкой в сторону. Поклевка, быстрый нырок. При движении рыбы с насадкой вверх, рыба при этом поднимает груз. Поклевка на подъем, или в народе ее называют «выложила». Теперь ловля в неидеальных условиях. Если есть движение воды, течение и прочее. Ловля в слабый ветер. Вот съемка на озере, очень слабый незаметный ветерок, даже его и ветерком сложно назвать. Присутствует поверхностное движение воды, если бы не пузырьки на поверхности, его вообще не было бы заметно. Но это, почти незаметное поверхностное движение воды пытается передвинуть снасть, оказывая боковое давление на поплавок. При данном варианте я чуть увеличиваю глубину снасти, примерно на 4-6 см, смотреть надо по ситуации. Дополнительный груз при этом полностью ложится на дно и препятствует движению снасти в сторону. Верхнее движение воды создает боковое давление на поплавок, леска выходит из чисто вертикального положения, поплавок чуть притапливается и находит свой баланс на воде. Если рыба поднимет подпасок, который лежит на дне, снасть будет пытаться опять продолжить свое боковое движение, и плюс произойдет поднятие антенны по ватерлинию, и далее возможны любые из поклевок. Вот одна снасть, слева установка глубины по хорошие условия ловли, ровное дно и нет движения воды. Справа под условия ловли, если они хуже, тут подпасок полностью лежит на дне. Ловля в сильный ветер еще усложняет ситуацию. Не знаю, кто и как поступает при этом. Я в этом случае бывает увеличиваю глубину на 50-80 см больше реальной глубины лова. Основной груз тоже лежит на дне. Поплавок при этом уже не находится вертикально, а лежит на воде по направлению ветра. И поклевки видно по резкому горизонтальному сдвигу поплавка на воде или по попытке как бы встать. Лучше в этом случае, конечно, поставить вместо дробинок основного груза скользящий груз с ограничением движения с одной стороны, со стороны насадки. Ловля на течении с удержанием снасти. Это ловля с одной точки, с закрепленной удочкой либо в рогатине, либо в каком-то держателе. В этом случае снасть закидывается и удочка сразу устанавливается в стационарное положение. Снасть располагается по течению, подпасок при этом я снимаю. Глубина снасти ставится либо чтобы основной груз был в толще воды, либо касался дна. Это нужно пробовать на месте, смотреть, как лучше снасть найдет свой баланс, чтобы поплавок совсем не топило боковым давлением от течения. В этом варианте обычно происходит поклевка вниз, на притопление или нырок. В качестве подпаска можно использовать не одну дробинку, а, к примеру, 3 маленькие, такой же массы, чтобы, убирая из них одру или 2, можно было бы легко поменять огрузку снасти под разные условия ловли. Ловля в толще воды, когда основной груз и подпасок не касаются дна. Если у меня подпасок из 3 дробинок, снимаю одну дробинку, если подпасок из одной дробинки, то меняю дробинку на меньше по весу. При ловле в проводку обычно основной груз остается неизменным, а подпасок меняю либо убираю, в зависимости от вида проводки, параметров поплавка и условий ловли. Первый вид проводки – в проплыв. Это когда насадка движется с течением над дном и скорость течения равна скорости движения насадки. Для ловли в проплыв снимаю одну дробинку с подпаска. При этом антенна возвышается над водой чуть больше половины своей длины. Поклевка рыбы часто выглядит как зацеп, с медленным погружением или чуть интенсивнее. Второй вид проводки – в проволочку. Снимаю 2 дробинки из 3 с подпаска, при этом антенна возвышается над водой на 2/3 своей длины.
При проволочке насадка движется по дну, поэтому скорость движения насадки меньше скорости течения и меньше скорости переносимых течением частиц, поэтому насадка выделяется и более заметна для рыбы в воде. Третий вид проводки в придержку. Снимаю весь подпасок. Снасть закидывается почти перед собой, опускается на дно, удочка удерживается на месте. Насадка за счет течения и натяжения лески к удочке совершает движение по дну, по дуге. Четвертый вид проводки – ступенчатая. Снимаю две дробинки из трех с подпаска, при этом антенна возвышается над водой на 2/3 своей длины. Ступенчатая проводка – это чередование проволочки и придержки. Сначала проволочка, насадка идет по дну. Придержка снасти, при которой леска к поплавку натягивается и он прекращает движение, в то время как на снасть воздействует течение и она приподнимается и поводок с насадкой обычно опережает снасть, но это зависит от длины поводка и прочего. Отпускаем снасть, и поплавок опять начинает плыть, насадка опускается на дно и пускается в проволочку. Опять придержка, даже можно иногда и чуть подтянуть ее. Снасть опять приподнимается, взлетает насадка при определенных условиях, зависит от поводка, времени придержки. Поклевка часто происходит при падении насадки. Вот на рыбалке. Ступенчатая проводка. Вот проволочка. Подтягивание снасти. И сразу отпуск. И сразу поклевка. Ну вот я вам показал, как я огружаю основным грузом и подпаском, под идеальные условия ловли, поверх антенны. А потом, глубиной снасти довожу поплавок до середины антенны. Но, к сожалению, такие условия бывают нечасто. И приходится применять огрузку с подпаском более универсальную. В лучшем случае с огрузкой в пол антенны или еще ниже, вплоть до ватерлинии, с полным убиранием подпаска. И, конечно, все чуть сложнее на самом деле. Например, поклевки. Повело, притопило, быстрый нырок. Они по сути очень близки и какая будет из них, зависит от многих параметров. От параметров поплавка, антенны, огрузки поплавка, действия рыбы с насадкой, распределение грузил на снасти, состояние воды, диаметра и длины лески в воде, состояние остатка лески от удочки к поплавку и так далее. Поклевка – это как индикатор баланса между разными взаимозависимыми внешними силами и собственными параметрами поплавка. Ну вот, это мое видение любительской оснастки поплавочной удочки, взгляд на поклевки, отснятые за несколько лет. Это рыбалка, как вижу ее я. Всем здоровья, добра и мира, ни хвоста, ни чешуи. Пока.